Итак, ребят, всем привет! Я сегодня что-то решила поговорить немножко о матрице. На самом деле, я бы, наверное, порисовала, но у меня сейчас нет возможности использовать доску, потому что доска у меня дома, а я нахожусь немножко в отпуске, скажем так. Поэтому я решила записать подкаст на эту тему. Тем более, что вот этот рисунок, который я выложила относительно недавно, он мелькнул именно в Телеграме, поэтому я подумала, что, наверное, вообще поговорить про матрицу и в том числе про этот рисунок будет логично в Телеграме, а не в Ютубе. И также мы с вами последнее время про вот эти тайные ордены и многое другое именно обсуждаем по большей степени здесь, поэтому это тоже будет весьма логично. Но давайте начнем. В принципе, я вам уже очень много рассказывала про матрицу, и вы уже должны были понять, что по факту матрица — это совокупность, некая совокупность многих факторов, которые между собой очень сильно взаимосвязаны. То есть это и календарь, который у нас есть, это своеобразная пирамида, да, это и звезды, вот это вот звездное небо, так называемое, которое над нашими головами, а также там то, что там говорят астрология, условно, и все вот эти вот события волшебные, которые идут. И также вы, наверное, знаете, если вы вообще, очень многие из вас, по крайней мере, так или иначе вляпывались в эзотерику классическую, там есть представление некое о том, что все, абсолютно все, допустим, какие-то праздники, особенно это завязано на религиях мировых, у них завязаны именно по лунному календарю и именно по календарю всяческих знамений там и прочего. То есть все там идет не по календарю 365, который идет, но и он там тоже завязан в том числе, но по лунному календарю. А некоторые ветви религии, скажем так, вообще высчитываются чисто по лунному календарю, а некоторые по солнечному. И также есть даже выписки там в волшебных книжках о том, что Бог придумал звезды для того, чтобы люди праздновали праздники, понимаете, вот эти религиозные. Там так и написано, если что, так и, то есть они сами так говорят, типа, да, звезды были придуманы чисто для того, чтобы люди праздновали какие-то церковные праздники. И это, в принципе, от нас не скрывают даже. Так вот, по сути, звезды — это тоже есть определенное проявление матрицы. Так вот, о чем я хотела вам сказать. Смотрите, вот эта картина, которую я вам нарисовала, картинка, да, вот то, что я увидела на тонком, сейчас мы в совокупности будем вот это все с вами разбирать. Кстати, очень интересно, что после того, как я опубликовала вот это, мне в Солнечный клуб прислали другую картинку, которая имеет отношение к масонству и масонской ложе, то есть там какие-то картинки масонов, люди все равно вот это все смотрят, находят, и там, представляете, один в один, вот эта же конструкция нарисована, вот так же Солнце, так же Луна, также наверху вот это вот, я это написала, что это лупа, вот этот глаз, но там также нарисован вот этот вот глаз, всевидящее око, а за ним идет свет, то есть свет, и мы сейчас с вами немножко разберем, что это вообще все значит, что означает на самом деле эта символика. Нам, конечно же, знаете, там интернет предлагает очень много всего, типа, что означает он символ, что означает вот этот символ и так далее, но мы знаем о том, что это все не более, наверное, чем догадки, потому что на самом деле знают о том, что это все означает, только сами масоны. По факту. И то есть они знают, что эти символы, они не случайные, это не отображение, знаете, они нам очень сильно любят говорить все, что это все аллегория, это представляет собой символом вот этого, является символом вот этого, символом того, что кто-то куда-то пошел, что-то нашел и так далее, но на самом деле, вообще наблюдая за всей символикой, которая есть масонов, и смотря на то, что я вижу на тонком, я понимаю, что нам все говорят открытым текстом. То есть нет никакого якобы символа, аллегории, которого там чего-то, кого-то является. Нет. Все
нам показывают открытым текстом, все показывают наглядно, как все устроено, как все есть на самом деле. И то, что я увидела эту картину, условно, вот это вот изображение на тонком, вот такую конструкцию большую, и то, что вот такая же точно конструкция изображена на масонских вот этих символах, я думаю, что это не случайно. Причем картинку я эту вам тоже скину, для того, чтобы вы могли вообще посмотреть, насколько это похоже, то есть насколько вот эти вот два явления похожи между собой, и это просто удивительно на самом деле. Так вот, давайте будем смотреть. Во-первых, если мы с вами начнем уже разоблачать матрицу, то давайте начнем разоблачать ее с каких-то, маленьких вот таких вот основ. Сложные основы я вам рассказывала на ютубе, я там показывала вот эту пирамиду, показывала это все в расчетах, я рассказывала, что такое 33 градуса, как это все высчитывается, я показывала все их цифры, которые они нам показывают и говорят, вот эта цифра очень важная, вот эта цифра очень важная, все цифры, как они зашиты в календаре, все их вот эти вот циклы, маленькие и большие, я это все расписывала и высчитывала и делилась с вами. Я знаю, что эти расчеты для некоторых, наверное, очень сложные в осознании, в понимании, да, откуда они берутся, как высчитываются и так далее. Возможно, позже немножко у кого-то что-то пазл сложится, потому что, действительно, когда я даже ловила эти расчеты, когда у меня шли распаковки по этим расчетам, и я начала видеть вот эти цифры, условно, те же самые вот эти цифры там с 33 градусами и многим другим, видеть это же все, что это зашито там во всяких карточных колодах, да, вот в этих их иллюстрациях, типа там вот этой масонской пирамиды с глазом и много другом. На самом деле в этих символах они показывают вот в прямом смысле того слова, как это все устроено, как это все двигается и все, типа мы от вас ничего не скрываем. Не надо воспринимать их тексты, не надо воспринимать их символы, еще что-то типа это там какая-то аллегория, причем такая расплывчатая, какая-то непонятная, все это прямой текст. Так вот, когда я смотрела тонки, то еще очень давно я видела такое, что Солнце, когда оно идет по звездному небу, а если мы с вами возьмем астрологию, то там это очень хорошо показано, потому что вся астрология вообще типа построена на фоне того, как Солнце где в какой точке находится. То есть вся типа классическая астрология построена на Солнце и тому, в какой точке оно находится типа вот в пространстве напротив там какого созвездия или еще что-то типа того там проходит. Так вот, смотрите, то есть там все крутится вокруг условно Солнца и Луны. И вся матрица, когда я смотрю на нее, она крутится вокруг Солнца и Луны. То есть, если мы с вами возьмем классический циферблат, который я вам показывала уже, да, вот этот циферблат 24 часа, который есть, это Солнце и Луна. По 12 на каждую. 12 на Солнце и 12 на Луну. То есть, понимаете, почему у нас идет двойственность? Дальше мы можем во всей матрице рассмотреть двойственность, ребята. Вот сейчас очень-очень внимательно смотрите. У нас здесь все говорят о том, что мир дуальный. И вот эта вот дуальность, она везде отслеживается. И в том числе я всегда говорила, мир не дуальный. На самом деле мир не дуальный. Он не делится на хорошо и плохо, добро и зло там и так далее. То есть он не дуальный, он не двоичный. Но матрица двоична. И проявления в этой матрице, они тоже двоичны. Это как 0, 1, 1, 0. Понимаете? Это код, условный код, при помощи которого кодируется матрица. Матрица двоична. Поэтому у нее есть двойственность. Солнце, Луна, добро, зло, черное, белое. Если мы посмотрим всяческие масонские символики и прочую вот эту ерунду, мы эту двойственность матрицы очень хорошо увидим. Любимая их вот эта вот символика – это шахматная доска. Шахматная доска, где идет белое и черное. И по матрице
опять же, я тоже часто упоминаю шахматную доску и упоминаю там фигуры на ней и прочее, потому что, по сути, мы сейчас все равно, та борьба, которая происходит у нас на политической арене, в том числе на борьбе между светлыми и темными, они происходят и вне матрицы, и внутри матрицы тоже. То есть, по сути, есть люди, которые взламывают матрицу при помощи ее же ходов, при помощи ее же кодов. То есть, понимаете, некие хакеры, которые могут просчитать ходы так, чтобы выйти ходы-выходы, то есть вот через вот это минное поле условное. Понимаете? Условно нас постоянно говорят, есть черная полоса, белая полоса, да, есть черные дни какие-то, есть белые дни и так далее, они чередуются, так же, как и шахматная доска, типа сначала ходят черные, потом ходят белые, и если мы с вами вообще отследим так, как у нас движется энергия, в течение года, мы тоже можем словить вот некие такие периоды. То есть, например, вот период, который у нас длился искусственного затемнения в июле, он был как бы темной полосой, условно, после которой энергии опять включились светлые, потом 25 числа. Кстати, ребята, вы очень большие молодцы в том, что я порой, у меня выпадают какие-то моменты, я думала, что не так 25 числа, что 25 июля, почему такие сильные, такое прям вообще колоссальнейшее нападение было. Я начала, как обычно, искать, то есть матричные проявления в плане там какой-то волшебной луны, волшебных затмений, волшебного еще что-то. О нем мы тоже поговорим, потому что вот эти матричные проявления, они тоже достаточно важные. Так вот эти вот затмения, там и все, вот это вот все. Я начала это искать, какие-то праздники начала искать, там, религиозные, внутримировых, да, вот этих вот религий. Я это начала все искать, и я ничего не нашла. Я такая думаю, что за ерунда, то есть нету какого-то вот супер события, супер праздника, супер еще чего-то, чтобы вот выкачало энергии. Что не так с 25 числом? И вы же, ну, то есть подписчики, по крайней мере, вот кто в солнечном клубе, ребята, научились отслеживать это, понимать вот свои состояния, потому что когда я сказала, что, ребята, а что там было 25 числа, на кого еще было нападение? И очень многие откликнулись, и потом такие говорят, так было же 07. Слив энергии, колоссальнейший слив энергии. А я даже не посмотрела в эту сторону, то есть, но вы уже научились это видеть, это очень хорошо. Это то, что, в принципе, я и пытаюсь до вас донести, то есть я делюсь этими знаниями, я делюсь своими наблюдениями, я делюсь тем, что я вижу в этом мире, что я рыскаю, для того, чтобы вы научились находить, видеть, понимать причины своих состояний, для того, чтобы вы не думали, что это, просто у меня там мигрень, еще что-то, для того, чтобы вы понимали, что это массовые воздействия в том числе. Так вот, 07, опять же, мы смотрим волшебное число, совпадение ли, в этот день происходит просто колоссальный слив, просто колоссальнейший слив, нападения, людей выжимают многих. Выжимают чуть ли не досуха. Я такого нападения давно не чувствовала. Но давайте дальше. То есть вот это вот все, вот эти даты, все, это каждая работает по-своему. По сути, у матрицы есть несколько механизмов. То есть механизмы, которые идут по верху, но это все один большой циферблат. То есть смотрите, то, что я нарисовала, Солнце и Луна, здесь еще наверху, где у нас глазик, можно нарисовать как продолжение от каждого вот из вот этих вот глазиков, условно, можно нарисовать продолжение, такую полусферу, то есть купол. Так вот, когда Солнце и Луна идут внутри вот этого купола, по его граням, они как будто нажимают на какие-то кнопки, то есть, понимаете, вот я это видела еще до этого, то есть, когда Солнце идет по звездам, эти звезды как будто активируются, как будто нажимаются какие-то определенные кнопки. И когда эти кнопки нажимаются, механизмы, за которые эти кнопки отвечают, начинают работать. То есть матрица начинает шевелиться. Это один большой механизм, она механическая. Когда я смотрю ее на тонком, я вижу балки. Очень многие мне говорили, что видят что-то вот под типа механизма часов.
то есть внутри вот эти вот шестеренки, да, такие, есть как такие небольшие балки. Вот я последний раз вот этот каркас весь видела в виде больших балок, таких деревянных, которые установлены. И эти деревянные балки — это каркасы намерения. То есть, по сути, эта матрица в том числе состоит из каркасов намерения. Так вот, когда Солнце проходит через вот эти вот звезды, оно их активирует. То есть, и мало того, звезды, по факту, еще когда я не знала там про матрицу, не знала там особо про все вот это вот, не смотрела, не видела, еще, наверное, когда мне было лет 15-16, я часто смотрела на звезды, то есть мне очень сильно нравилось, и когда я на них смотрела, я понимала, что они разных цветов. То есть я могла сфокусировать зрение, я, по сути, смотрела на них тонким планом, вот мне больше нравилось вот это. То есть не просто наблюдать, а именно смотреть, какого они цвета, то есть какую энергию они излучают и так далее. Еще я не понимала вот этот вот весь прикол, но я видела, что звезды, они разные. Есть красные звезды, есть зеленые. Есть те, которые светятся желтым реально, есть те, которые синие и так далее. То есть я понимала, что они разные, они реально разные. И я видела энергию, которую излучает Луна. То есть у Луны энергия шла такая, знаете, сине-фиолетовая условно. То есть вот я видела вот такой отблеск от нее всегда. И я понимала, что вот эти вот светилы, это не просто там какое-то, знаете, что-то там в небе, где-то там далеко какая-то звезда. То есть они излучают энергию. Тогда для меня это было еще загадкой некой, почему эта энергетика и почему она идет как будто направленное излучение какое-то. То есть как будто оно идет какое-то вот магнитное воздействие или что-то такого плана. Сейчас, конечно, я уже понимаю, потому что это, по сути, каждая из них является матричной кнопкой, которая ту или иную энергетику, ту или иную какую-то волну запускает, какие-то событийные волны в том числе, но тут, скорее всего, идет энергия. То есть, понимаете, когда, по сути, вот этим вот глобалом надо что-то сделать, они берут и делают, запускают какое-то событие под нужную им структуру. Например, они там организовывают массовые мятежи какие-то, и они их запускают, когда именно там, условно, Солнце и Луна встают в определенной позе на небе. И тогда начинает вот эта вот энергетика, нужная им, допустим, энергетика какой-то агрессии или еще чего-то срабатывать, и они под это все запускают события, и это событие дополнительно напитывается, запитывается вот этой энергией, запитывается вот этим вот излучением, которое идет от вот этих вот матричных проявлений, и тогда это событие закручивается в нужном для них своем виде. То есть, понимаете, набирает, допустим, массовость, набирает какую-то вот волну, да, еще что-то и так далее. И когда нам говорят о том, что, типа, ну вот да, там звезды встали как-то определенно, поэтому вот там Марс в Сатурне, он какой-то условно, допустим, там агрессивный там или еще что-то, из-за этого происходят вот такие события. Но я бы не сказала, что эти события вот из-за этого происходят. То есть нет, волны, которые излучает вот эта матричная структура, они влияют, конечно, но сами события, которые, допустим, массовые какие-то в мире, какой-нибудь такой БЛМ там, или как они там называются, вот было там в Америке, да, движение вот это вот, Let Better, там как-то, в общем, там уже ленивый только не доказал, что это было запущено масонами, вообще все это ритуальное убийство, там все вот это вот было запущено, они, по сути, по одной и той же стандартной схеме работают, где-нибудь убивают какого-нибудь человека, а потом на этой волне там массовые протесты. Вон во Франции что у нас происходит? То же самое все, то есть стандартная методичка, вообще вот даже не поленились, вот слезали просто подчастую, и причем там еще под вот эту вот всю манеру еще и очень хорошо сейчас уничтожают различные рукописи древние там и многое другое. Поэтому все это не просто так. То есть все это запитано было под определенные вот эти вот энергетики. И мы уже с вами можем отслеживать, насколько это хорошие проявления, как вы думаете? Да нет, конечно, они специально используют это все. То есть эта матрица, по сути, это ловушка.
Это не хорошее что-то, что было подстроено как то, что вот мир, чтобы жил, да? Нет, это именно ловушка, в которую запихали человечество. Пирамида вот эта, в которую запихали человечество. И вот эта самая пирамида, она идет в основе вот этого вот всего. И если мы с вами посмотрим вообще, допустим, на масонскую символику, вот той самой картинки, которую мне переслали, и сравним это с моей картинкой. Смотрите, сама вот эта вот земная твердь, да, внизу стоит. То есть это, по сути, у нас квадрат. То есть земная твердь, на которой стоят вот эти две колонны, как я понимаю, это и есть вот условно то, что я нарисовала квадрат в круге. То есть круг – это наша параллель, а квадрат – это именно основание пирамиды, и оно является фундаментом. То есть вот этот фундамент, на котором стоят, опять же, колонны, это очень хорошо отражает суть. То есть вот этого квадрата, фундамент, это именно фундамент, на котором построена пирамида, квадрат. Но мы с вами уже разбирали, да, вот тот самый квадрат, на котором это все стоит, и я его давала в расчетах. Дальше мы видим с вами циркуль, тот самый циркуль, который я тоже уже разбирала, и я говорила о том, что этот циркуль, там 33 градуса, так называемый, это подсказка. По сути, это подсказка того, что это является как раз-таки верхушкой вот этой пирамиды. То есть вот эта пирамида, которая идет равнобедренная, мы можем просчитать, да, по одному углу, если в равнобедренном треугольнике мы будем знать один угол, мы сможем просчитать два других угла очень-очень легко. И мы с вами их просчитывали. То есть 33 градуса, верхняя, да, вот эта верхушка пирамиды и ее вот эти вот остальные грани. Далее, вот то, что мы видим угольник, то есть вот этот угольник, который идет от центра, далее он идет к Солнцу и к Луне как раз. Причем, что самое интересное, я даже интуитивно расположила их так же, как и вот на вот этом масонском рисунке. То есть также я их подписала как правый глаз гора и левый глаз гора. Если вы не знаете, то есть такой знак, называется он Уаджет, и этот знак, он относится к древнему Египту. И там говорится о том, что есть правый глаз гора и левый глаз гора. И правый глаз гора – это Солнце, а левый глаз гора – это Луна. Причем там повреждениями этого глаза, то, что там ему этот глаз, там, то, короче, его там проглатывали, то еще что-то делали, он там вечно с Сетом боролся из-за этот глаз. В общем, тем, что вот этот глаз у него поврежденный, объяснялось типа то, что вот Луна, то она, значит, полная становится, то она новорожденная, то вот все вот эти вот фазы Луны объяснялись этим. Так вот, что интересно, вот этот знак Уаджет, он очень хорошо используется именно в символике, то есть он так или иначе мелькает в символике вот этих вот масонов-иллюминатов и высших орденов. То есть если вы смотрите там всяческие, вот следите клипы, там всяческая ерунда, вы можете отследить, что они очень много используют египетской символики, в том числе вот этот вот глаз, в том числе они используют крылья Исиды, в том числе они используют много что другого. В общем, я уже не буду там разбирать сейчас какие-то клипы отдельные или еще, но вы могли заметить, что они эту символику часто используют. И этот глаз, он далеко не случайный. Причем, что интересно, глаз гора, да, мы с вами тоже говорили о том, что там очень-очень хорошо замешаны куриноголовые. И куриноголовые в том числе очень много вложили для того, чтобы выстраивалась вот эта матрица. То есть они очень много вложили. Компьютер, который вот этот вот нам сюда завезли, изначально вот этот квантовый компьютер, который, по сути, очень много поддерживает различных матричных циклов здесь, он был разработкой куриноголовых, поэтому, когда, опять же, я смотрела на тонком
вот этот вот глаз всевидящее око. Мне тоже шло, что это всевидящее око, это разработка куриноголовых, что это и есть как вот этот глаз искусственного интеллекта, условно, что это глаз именно компьютера, квантового компьютера, вот этого искусственного интеллекта, который был создан куриноголовыми. Но не только. Насчет квадрата еще немножко скажу. Вот этот квадрат-угольник, который идет к Солнцу и к Луне, я его видела именно как квадрат, и здесь он у них, да, идет как угольник, типа как половинка, но это продолжение, понимаете, то есть это как продолжение вверх, и на тонком там именно вот такой вот квадрат, как выстроенный из балок, то есть из намерения, и вот этот квадрат, он крутился, он шел по кругу, вот как вот крутится Солнце и Луна, может быть, вы видели какие-то такие глобусы есть, где типа Земля и вокруг там крутится, да, вот типа, или там Солнце, а вокруг крутятся планеты условно. Так вот, я почему-то видела это как нечто другое, то есть как будто вот это идет условно Земля, да, и вокруг нее крутится вот Солнце и Луна, да, вот по периметру, вот так вот, как будто они на каких-то шарнирах, то есть и вот этот шарнир именно, на котором крутятся они вокруг вот нашей параллели, это именно вот такие вот деревянные балки условные. То есть они крутятся вокруг Земли. Ну а уже в следующем подкасте мы с вами поговорим про вот этот глаз. Я расскажу, как я видела его на тонком, какие его проявления. И почему я на своей картинке нарисовала вот этот луч и сам этот глаз обозначила как лупу. Ну а на сегодня у меня все. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная.